Император Палпатин, он же Дарт Сидиус, был не из тех, кто дарит подарки просто так. В его мире, пропитанном темной стороной, каждый жест – это шахматный ход, а любой дар – это испытание. Его ученик Дарт Вейдер получил от своего учителя немало подношений, но все они были с двойным дном – награда и проклятие в одном флаконе. Давайте же разберем, что Палпатин вручал Дарту Вейдеру, зачем он это делал и как эти подарки отражали их сложное, мрачное отношение. Первый дар Вейдер получил в момент, когда его жизнь висела на волоске. Все хорошо помнят эту сцену. Мустафар, раскаленная лавовая река и лежащий на ее берегу Энакин Скайуокер, изувеченный Оби-Ваном. От его тела остался лишь обугленный остов былой мощи, а дыхание превратилось в слабый хрип, заглушаемый ревом вулканов. Казалось бы, это конец. Но тут появляется Палпатин, закутанный в черный плащ, словно сама судьба пришла за ним в облике ситха. Он не оставляет своего павшего ученика умирать. Нет, он спасает его, но на своих условиях. Энакина немедленно доставляют на Корусант, где медицинские дроиды помещают его израненное и обожженное тело в черные доспехи. Этот костюм и есть первый подарок императора. Он поддерживает жизнь Вейдера, компенсируя полученные им травмы, и одновременно превращает его в грозную машину Империи. Но какой ценой? Каждый хриплый вдох через этот жуткий респиратор звучал как напоминание: «Ты жив только благодаря мне». Вместе ситхов Вейдер впервые встает в этих доспехах и кричит от отчаяния. Именно в тот момент он осознал, что потерял не только Падме, но и свою прежнюю жизнь, оказавшись запертым в костюме, словно в клетке. Палпатин подарил ему жизнь, но лишил свободы, полностью подчинив Вейдера своей воле. С этого момента император мог с легкостью управлять им, а костюм, спасший жизнь Дарта Вейдера, оказался его же главной слабостью, делая крайне уязвимым перед атаками Палпатина. Этот дар вытащил его из края пропасти, но одновременно сломал, превратив в раба своего учителя. Следующий подарок был вручен Палпатином в каноничном комиксе «Дарт Вейдер. Темный лорд ситхов». Это было настоящее произведение садистского искусства. Однажды император с его фирменной зловещей ухмылкой решил порадовать Вейдера. Он вручил ему личный королевский звездолет Падме Амидалы, тот самый, что сиял хромом в дни ее правления на Набу. Однако после хаоса войн клонов корабль был не в лучшем состоянии, и дроиды занимались его реставрацией, пытаясь вернуть ему прежнюю красоту, как будто время можно было повернуть вспять. На первый взгляд этот подарок – трогательный жест, почти сентиментальный. «Лорд Вейдер, вот тебе частичка прошлого, память о твоей любви», словно говорил император, скрывая насмешку в своих желтых глазах. Но Палпатин не был бы собой, если бы не вложил в этот дар скрытый шип. Корабль стал для Вейдера живым укором, напоминанием о Падме, о том, что он потерял и что сам разрушил. Это был корабль, полный призраков прошлого. Каждый изгиб корпуса, каждый шорох двигателей шептал о Падме, о той, кого он любил и утратил, о той, чью смерть он сам же приблизил. В приступе ярости Вейдер разнес ремонтных дроидов, не дав им завершить последние штрихи реставрации, будто хотел оставить его таким же сломленным, как и он сам. Но этого темному лорду оказалось недостаточно. Позже он вошел на нем в атмосферу Мустафара с отключенными щитами, чуть не спалив себя и все вокруг в огненном хаосе. Это было самоистязание, попытка заглушить боль еще большей болью, а заодно и протест против милости учителя. Палпатин, наблюдая за этим со своего трона, наверняка наслаждался зрелищем. Он обожал видеть, как его ученик тонет в страданиях, и этот подарок стал еще одним испытанием, пропитанным чистейшим садизмом.
Ну а мы продолжаем разбирать мрачную мощную арку крепость Вейдера из того же комикса, где раскрывается вся глубина характера Темного Лорда. Здесь Вейдер сам просит у Палпатина подарок, и это говорит о многом. Он захотел целую планету. Не цветущий Набу с его дворцами и водопадами, не родной Татуин с его песчаными бурями и палящими двойными солнцами. Нет, он выбрал Мустафар. Ад из лавы и пепла – место своего самого страшного поражения. Почему так? Потому что эта планета была как он сам. Израненная, но живая, пылающая гневом и силой, пропитанная темной стороной до самого ядра. Палпатин, конечно же, не мог упустить такой шанс покопаться в ранах ученика. Сначала он предложил ему Набу и Татуин. Миры, полное воспоминание о Падме, матери и прошлом Энакина, которые могли бы раздавить Вейдера одним своим видом, растоптать его под грузом былого. Однако тот настоял на Мустафаре, и император уступил, добавив к своему дару неожиданный бонус – маску древнего ситха по имени Момин. Этот артефакт должен был помочь Вейдеру построить замок на Мустафаре, крепость, способную усиливать темную сторону, чтобы служить его убежищем, местом силы и одиночества. Но для Вейдера главное назначение строения было в другом. Он хотел использовать его, чтобы открыть портал в мир силы и попытаться воскресить Падме. После нескольких неудачных попыток замок получился таким, каким его хотел видеть Вейдер. Угловатым, мрачным, словно высеченным из ночных кошмаров. Он идеально отражал суть своего хозяина, возвышаясь над лавовыми реками, как воплощение его темной мощи. Само собой, Палпатин и здесь расставил для своего ученика скрытую ловушку. Маска Момина оказалась не просто реликвией. В ней жил дух древнего ситха, который пробудился и попытался убить Вейдера. Темный лорд, разумеется, не дал себя в обиду и раздавил Момина как надоедливую муху, в очередной раз доказав свое абсолютное превосходство. Но факт остается фактом. Этот подарок был очередным испытанием. Палпатин снова проверял своего ученика. Если выживет, значит достоин. Проиграет, тогда он найдет кого-то получше. И, наконец, самый масштабный дар – власть, воплощенная в металле и огневой мощи. Палпатин вручил Вейдеру командование имперским флотом, включая звездный суперразрушитель Палач. Гигантскую машину уничтожения, ставшую легендой в фильме «Империя наносит ответный удар». Это был не просто корабль, а символ могущества, инструмент, с которым Вейдер мог сокрушать врагов Империи и держать в страхе всю галактику. Добавьте к этому все ресурсы, которыми Вейдер мог распоряжаться как правая рука Императора, и это уже выглядит как вершина власти. Почти абсолютная свобода действий – мечта любого военачальника. Однако власть, дарованная Палпатином, всегда держалась на коротком поводке, поэтому каждый шаг Вейдера неизбежно находился под невидимым взглядом Императора. Один неверный маневр, и Палач мог стать не наградой, а ловушкой, гробницей из стали. Этот дар был проверкой на преданность и самоконтроль. Палпатин предоставлял инструменты, но ключи от замков всегда держал при себе, время от времени напоминая своему ученику, кто здесь настоящий хозяин. Как видим, подарки Палпатина – это не акты доброты, а тонко спланированные испытания. Костюм подарил жизнь, но стал испытанием зависимости и боли. Корабль Падме – испытанием прошлого, от которого невозможно убежать. Мустафар и маска Момина – испытанием силы и выживания. Флот – проверкой верности и самоконтроля. Каждый дар был призван укрепить связь Вейдера с темной стороной, закалить его в огне страданий, но также служил напоминанием. «Ты мой, и никуда от меня не денешься».
Вейдер принимал эти дары, но с каждым разом все яснее понимал их истинную цену. И, возможно, это осознание также повлияло на его решение о возвращении джедая, когда он отказался от всего, что навязал ему учитель, ради спасения сына и возрождения света в своей темной душе. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.